Лариса Стрепкова, наконец-то я достала эмульсионную французскую краску, попробовала и расстроилась. Таких эффектов, о которых вы сказали, нет. Поделитесь, пожалуйста, сайтом, на котором вы достаете эту краску, если сможете. Очевидно, французские производители добавляют что-то другое в них. Краска не цепляется и не вытягивается. Обычно вот большие трудности я не мог достать краску в Америке. Но вот не продается и все, водоэмульсионная краска. Она у нас в России называется латексная водно-дисперсная краска. Акриловые только производятся в Америке. Наверное, во Франции тоже акриловые. Но я не на сайте покупаю, просто в обычном строительном магазине. Леруа, кстати, французском. Дулукс. Написано латексная водно-дисперсная краска. Дулукс. Может быть, она есть, просто нужно, чтобы она не была акриловая. Фактически в ней находится мел и клей ПВА. Но можете попробовать сами посочинять. Я так в Штатах и делал. Покупал отдельно мел и отдельно клей ПВА. Добивался, в общем, хороших результатов. Единственное, что нужны какие-то пластификаторы и еще, чтобы от плесени. Ну, нашатырный спирт обычно добавляют еще немного. Но это уже сочинение. Конечно, нужно лучше как-то достать эту водно-дисперсную латексную краску. Сайтов я не знаю, может быть, кто-то, поделитесь, пожалуйста, кто знает. Лена Мацкиев, я тоже выступаю за урок по акварели, даже не за один, а за серию. Я брала в колледже акварель, но в ней столько много разных техник. Нас учили именно писать слоями. Учили хорошо, но получается действительно тяжеловато. Хотелось бы поучиться другому подходу, писать легко и изящно, так что я даже за серию уроков. Пусть даже будут небольшие вещи. Котик, маленький натюрморт или группа людей на пляж. Хорошо, Леночка, я буду над этим работать и сделаю, обещаю, поработаю над уроками в акварели. Простыми какими-то вещами, чтобы попытаться донести те решения, которые могут возникать в этой технике. Хочется уловить суть техники. Еще хотелось бы урок с глицинией, а то поговорили, я надеялся, что будет такой урок, а что-то нет. Буду делать с глицинией обязательно. Все для этого готово, вот не хватает просто немного времени и энергии в этом направлении я сделаю. Артак Вебер. Когда вы произнесли слово «сочинение», я все понял. Ну вот видите, 3 года произношу. Ну, нормально. Не надо привязываться к реальности. Моя картина, как захочу, так и пишу. Так и напишу. Я буду сочинять свои работы и в цвете, и в композиции. Замечательно. Вот с этой точки мы пойдем вверх, Артак, потому что мы действительно создаем новую реальность. Единственное, нужен фундамент. Тон, отношения тональные должны быть взяты по большим массам. Это сложно. Вот кажется, все так просто. Было бы тогда много великолепных художников, если бы вот слова простые перерабатывались, и человек сразу понимал, что надо делать с этим. Конечно, мы смотрим на мотив и сочиняем свою реальность, но на основе грамоты. Вот о грамоте, кстати, в школе, вы, наверное, видели. Еще раз скажу, 1 и 13 урок – это основа, это база, мое видение, как художник мыслит. На примере многочисленных работ прям по косточкам разбирается суть композиции, как научиться сочинять мотив, что такое целостное видение в пейзаже – это 1 урок. Они очень взаимосвязаны, эти 1 и 13. Ну и перспективы, конечно, 28. Так что вот если нет, вот посидите с бумагой и карандашом, все законспектируете, это будет все равно забываться, но конспект-то будет, вы будете возвращаться и вспоминать. Потом это будет уже на автомате. Это просто нужно, чтобы это вот пропиталось. ЛК подсмотрено у художника на солнце писать в темных очках, чтобы не всегда таскать с собой зонт. В чем прикол? Я попробовал, не знаю, в чем прикол, я попробовал, мне не понравилось. Все-таки глаз наш настолько совершенный механизм, что его, не знаю, может быть, поможет эта вот пелена, да, серая, только не коричневая, не голубая, чтобы все-таки сохранялся цвет.
Почему я рекомендую, чтобы палитра и холст были в тени? Потому что на солнце многие пишут, прямо на солнце ставят и все. А потом приносят домой, и картина очень темная. Потому что на солнце все ярко. Нужен большой опыт, чтобы учитывать такой солнечное, свет, освещение на холсте и на палитре. Если опыта недостаточно, все-таки зонтик. Не себя защищать от солнца, себя можно там шляпами и еще дополнительным зонтиком. А вот именно то, что мы видим, холст и палитру, замесы, то, что происходит на холсте, в тени обязательно. Солнечные очки не уверен, что помогут, но поделитесь, если у кого-то получается. Хорошо сказано, как правильно понять все не одинаково. Ну, как правильно понять? Вот пальцы, вот посмотрите. Вот они разной длины, разное расстояние между ними. Все не одинаково. И расстояние между объектами, их толщины, величины, все играет. Никакой симметрии. Асимметрично все. Вот так, наверное. Но это лучше понимать на практике. Потому что, когда ты пишешь, ты находишься в постоянном режиме сравнения. Вот этих величин, расстояний, углов, никаких параллельностей. И если что-то раздражает, диссонирует, ты это исправляешь. Я могу это показать и могу указывать на ваши ошибки на живых классах. Приезжайте, кстати. С 1 числа июля начнется здесь в Гурзуфе класс. С 1 по 5. Есть еще возможность попасть. 13 урок о композиции, там этому много посвящено. Посмотрите этот урок. Кстати, он будет очень полезен, он объемный, там много примеров. Уже это закрепится все не одинаково навсегда. Я очень люблю маленького размера этюды, работы. И вышел вчера на балкон и увидел, какие тонкие отношения были моря, неба и прорыва такого закатного состояния, света оранжеватого, красноватого. Быстренько сел, пописал, и вечернее состояние, небольшие работы, короткие, там, 3-минутные, минутные. На состояние, на дизайн, не надо ничего прописывать. Просто поработать на разницу отношений, на сочинение того, что мы видим. Может быть, привычная картина. Из окна вы, например, смотрите, но всегда разные состояния в природе. Посочиняйте на эту тему, поработайте. Это очень и очень полезно. И глядишь, какое-нибудь сначала одна звездочка, потом 2. И так несколько работ, может быть, шедевральных выползут. А из них потом сделайте большую работу.